Всем привет! Сегодня мы приготовим быстрый торт на кефире. Он получается мягкий, воздушный. Это идеальный десерт, который сочетает в себе простоту приготовления и изумительный вкус. Выпекается всего за 15 минут, а нежный крем делает его сочным и ароматным. Итак, начнем. В миску разобьем 4 яйца. Добавим щепотку соли. Немного перемешаем. Добавим 100 граммов сахара. Забьем до легкой пышности. Сделать это можно как миксером, так и просто венчиком. И введем в стакан кефира 250 мл. Постепенно добавим 200 граммов муки и 30 граммов какао. Все это перемешаем до однородного состояния. Добавим 30 граммов растопленного сливочного масла. И 1 чайную ложку пищевой соды. Выливаем тесто в смазанную маслом или застеленную пергаментом форму. Внутренний размер моей формы 26 на 36 сантиметров. Аккуратно разравниваем. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой. Обрежьте края, которые потом пойдут на посыпку. Разрежьте корж на 2 равные части. И из каждой сделайте еще 2 слоя. Приготовим крем. Понадобится 500-600 граммов сметаны высокой жирности. Забьем ее до пышного состояния. И добавим 250 граммов вареной сгущенки. Сметану невысокой жирности взбивать не нужно, а просто перемешайте ее со сгущенкой венчиком до однородного состояния. Получился вот такой простой, быстрый и очень вкусный крем нежно-карамельного цвета. Соберем торт. Каждый слой я обильно перемазала кремом. Коржи я ничем не пропитывала. На мой вкус они достаточно сочные и нежные. Но кто желает, может пропитать молоком, сахарным сиропом, вареньем. И так слой за слоем.
Далее в оставшийся крем я добавила еще немного сгущенки, примерно 50 граммов, и покрыла верх и бока торта. А также сделала украшение. Обрезки я измельчила в крошку. В конце я добавила немного орехов и сгущенки. Торт я разрезала сразу. Он очень мягкий, пушистый. Ну а если вы дадите десерту пропитаться хотя бы 1-2 часа, а лучше оставить его на ночь, тогда он получится еще более нежным и вкусным. Всем приятного аппетита! Друзья, не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Ну я прощаюсь с вами, до новых встреч. Всем пока!